Добрый день, давно не виделись. Сегодня я бы хотел поговорить о гладкости и различных ее настройках, различных параметрах. Надо сказать, в последнее время видел много результатов, которые я называю тумбочки, или коробки, висящие в воздухе. Это результаты так называемой инверсии Робаст. Что значит Робаст? Это неустойчивая, конечно, инверсия, это следуя статье Лока, это псевдо L1 норма, то есть метод абсолютных модулей. Но достигается он таким простым способом перевзвешивания. Но не суть важно. Кому-то нравятся такие картинки, кому-то нет, кому-то нравятся более гладкие, хотя, конечно, гладкость это тоже такая вещь, зависящая от геологии. То есть иногда разрезы кусочно однородные, иногда кусочно гладкие, иногда, собственно, эти комбинации. Но в целом сейчас попробую объяснить и показать, как работают опции настройки гладкости на простейшей инверсии АК. Ну, вот у меня есть старый примерчик. Собственно говоря, я попробую его проинвертировать. Ну и, собственно говоря, будем называть робаст тумбочки. Э, Вот сейчас продемонстрирую, как они работают. Вот просто вот такая опция робаст. Ну, она включает, собственно говоря, норму L1 для данных и для модели. Вот. При этом наилучшая комбинация вот здесь это L1, L0 и L2. Это не нормы, это типы функций. Я попозже к ним вернусь. Вот. Для того, чтобы получать тумбочки, нужно вот включать такую комбинацию. Плюс, если хотите, чтобы они висели в воздухе, нужно еще включать медианную модель. То есть опорной модели будет медиана для текущей среды. Вот. Ну, собственно, нам не нужно. Но еще в этой Robust или в тумбочках нужно сделать небольшим вот этот параметр threshold. Раньше он работал только для фокусирующих, сейчас еще и для Robust. Ну, собственно говоря, от итерации к итерации у нас вот такая квадратиш-практиш-гуд форма вырисовывается. Ну и, собственно говоря, контуры объектов обычно такие прямоугольные, не резкие. Но это данные не синтетические, поэтому, конечно, вот тут есть какие-то нюансы. Ну, давайте посмотрим, например, модельный пример из Локи, как для него тумбочки работают. Собственно говоря, ну, у нас все уже так же и настроено. Ну, то есть первая итерация всегда дает гладкое решение, и дальше начинается, вот, собственно говоря, образование вот этих резких границ на фоне однородного полупространства. Вот. Ну, то есть понятно, как это действует. Вот. Собственно говоря, вот эти появляются немного лишние объекты, ну, они, наверное, связаны с тем, что вот этот threshold слишком мал. Да, может быть, его чуть-чуть стоит увеличить. Или наоборот, увеличить значение сглаживающего параметра. Тогда он такие невзрачные, так сказать, тумбочки попытается сократить. Вот. Но это как приемы, конечно. Ну, давайте еще один трудный пример.
Вот правда придется вернуться к моим настройкам. То есть медиана, рабас, ну, диагональную составляющую важно оставить или 0. Вот. Вот слишком большой сглаживающий фактор. Сглаживание, увеличение сглаживания с глубиной я везде убираю. Но окей. Собственно, можно запускать и посмотреть, какие тут тумбочки возникнут. Чем сложнее пример, чем пример ближе к настоящей геологии, тем вот эти тумбочки медленнее появляются. Но в целом здесь такие еще и данные с высокой степенью ошибки, потому что тут в горах производились измерения, может быть рельеф не точен, может быть данные, но вот тем не менее уже видно контуры все эти резкие вырисовываются. В общем, то есть вот тумбочки, они примерно так работают. Они идеальны для всех наших синтетических примеров, на которых, так сказать, обычно в статьях демонстрируются возможности инверсии, где там несколько блоков в слоистой среде или в полупространстве. Но для геологии часто не совсем хорошо, потому что в геологии среда бывает как градиентная, так и кусочно-однородная. Ну, чаще всего это комбинация. Поэтому вот такие тумбочки, они особенно неожиданно часто выглядят с геологической точки зрения. Вот. Значит, теперь давайте поговорим вот об этих нормах. Ну, их, наверное, неправильно называть норм, но пока не стал менять название. L0, L1 и L2. L0 мы уже видели работу. Значит, L0 это такая тип функции гладкости, которая минимизирует гладкость с каждой соседней ячейкой по отдельности. Вот, то есть она пропускает, ну, по большому счету, только песочно-однородную среду. Вот, особенно в варианте Robust. Вот, то есть, конечно, будет видны и градиенты иногда, но это означает не идеальная работа функции. Да? L1 означает сумма вторых производных по вертикали и по горизонтали. Вот. Не по отдельности, а вот сумма. Все, скажем так, 5 членов, центральная плюс 4, они, их суммы минимизируются. То есть оно, в принципе, пропускает линейный градиент, он для него как бы не считается проблемой, то есть среда градиентная получается. Возможно, то есть для нее, для градиентной среды, он не будет пытаться как-то сделать ее кусочно однородной. Вот. И L2. L2 это сумма двух составляющих гладкости, то есть каждая по трем членам в двух направлениях, но они рассматриваются по отдельности. То есть не как общая сумма, а как по отдельности. То есть я бы рекомендовал использовать либо L0, либо L2. L2 в сочетании с Robust это в принципе тоже неплохая вещь, хотя она дает чаще всего объекты немного более тонкие. Если не Robust, то это получается функция, когда Robust отключен, вот это L2, получается пропускает вторую производную. То есть более сложные градиенты для нее считаются нормальными. Она не пытается не сделать с ним ни первую производную, ни кусочно-постоянную среду. Давайте попробуем на том же примере и на других, кто делает это. Видно, что как бы модель достаточно компактна,
Но, во-первых, разрешена среда какая-то с какими-то изменениями, это уже не висит в воздухе, то есть, скажем так, позволено больше. Хорошо это или плохо, я бы сказал по-разному. То есть в одних случаях это хорошо, в других случаях, я считаю, вот сейчас у нас модель слишком сложная, то есть уже идет оверфитинг, явно и нужно откатиться на несколько итераций назад. То есть мы болтаемся в районе 10, 10 это наша, собственно говоря, погрешность. Вот, ну, давайте посмотрим, как на других примерах это работает. Ну, например, тот же самый Сискал. Тоже часто показываю этот пример. С одной стороны, очень хорошие данные, с другой стороны, пример сложный. То есть там, в общем, инверсии, в том числе локовская, дают разрывы, хотя маловероятно, что они есть в Александровке, но в общем, может быть, какие-то и трехмерные там эффекты. Но вот тут в этом месте как раз горка была, которая не учитывается, но тем не менее. Вот, давайте попробуем, проверим настройки. Ну, диагональный нам тут не нужен. Но вот что даст нам, скажем, вот эта инверсия? Она дает нам разрыв. Ну, как бороться с разрывами в слоях, это мы не будем здесь обсуждать. Это вот видно, что здесь получается достаточно большое количество объектов, и они все вот имеют такие характерные формы, то есть у них сопротивление в центре и по краям это градиент, то есть от центра к краям идет какой-то градиент объекта. Вот, и этим самым не похоже. Вот мы достигаем очень хорошей невязки для этого примера. И в целом среда простая, ее можно еще упростить, увеличив, так сказать, вот это значение. Вот, давайте теперь посмотрим, что нам L0 даст. Ну, сейчас, собственно говоря, то, что называется эквивалентностью, будет продемонстрировано очень хорошо на этом примере. То есть разрезы в тех областях, где чувствительность низкая, настолько разные, что, ну, собственно говоря, может прийти понимание об эквивалентности у тех, у кого его нет. Да, ну и, собственно, это к тому, что нельзя сравнивать вообще разные алгоритмы работы, потому что любое маленькое действие для сложных, конечно, моделей приведет к существенно разным результатам в области низкой чувствительности. Ну, вот, собственно, какой-то вариант, ну, вот нашей, так сказать, области более-менее однородной, границы значительно более резкие и количество аномальных объектов поменьше будет. Ну, вот так, давайте водоканал, например, тоже посмотрим. Ну, мы его смотрели в L0, давайте посмотрим, как он выглядит в L2. То есть контуры у объектов не резкие, да, невязка обычно пониже в случае робаст. Ну и аномального вещества больше, аномалий, потому что разрешены больше свободы, то есть разрешена первая, вторая производная, да, по параметрам. Так, ну ладно, давайте теперь искать какой-то вариант а, промежуточный, который бы, с одной стороны, давал вот такие тумбочки, то есть резкие границы, но с другой стороны не на фоне однородного полупространства. Ну вот
Я попробовал такой вариант. Он зависит от reference model, то есть, которая здесь обозначена. Не медиана, а медиана в окне используется. Иногда это дает результаты получше. Почему? Ну, потому что как бы минимизируется не относительно однородного полупространства, а все-таки какой-то среды. Да, значительно более грубый, но тем не менее несущий особенности текущей модели. Хорошо ли это или плохо, мне сложно сказать. Границы у объектов, конечно, получаются менее резкие. Но зато наши тумбочки не висят уже. Хотя вот для этого примера, может, и не так это хорошо будет. В общем, на самом деле выбор вот этой М0 референс модели очень штука сложная, непонятно, как ее правильно выбирать. Ну, по крайней мере, выбрать вариант, который бы подходил бы хотя бы под 50% случаев. Потому что все зависит от, так сказать, от целей, от их размеров, от контрастности, то есть, так сказать, от частотных составляющих в этом разрезе. То есть иногда нам нужно подавить одно, иногда другое, иногда третье. Ну вот, надо же в L0 так оказывается, то есть где тумбочки. Ну, собственно говоря, тумбочки стали не такие контрастные, да, ну, то есть где-то промежуточный вариант, вот, и менее такие квадратиши. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Ну, надо сказать, можно Blue Ridge попробовать. Это значит пример с библиотеки Лока. Вот как он в таком работает сочетание. Ну вот в целом сейчас видна вот эта аномалия в центре, которая должна быть, да? Вот, хотя тут какая-то у нас возникла тумбочка, очень контрастный разрез. Нужно, наверное, вот, увеличить. А теперь посмотрим, даже для сравнения тонкого запишу. Посмотрим, как без этой опции работает, без average. Ну, вот такие вот более, так сказать, прямоугольные формы начали появляться, да, то есть он пытается разбить на такие кластеры модель. Хотя границы более резкие, это хорошо, но с другой стороны вот такая мозаика, может быть, мне, по крайней мере, не нравится. Так, давайте, что у нас еще по гладкости? Ну, пожалуй, ну, диагонально, это понятно, еще включение гладкости по диагонали. Ну, еще что можно сказать? Оптимизация демпирующего, сглаживающего параметра есть или нет, результаты могут быть разные. Вот. То есть как бы тот же самый процесс идет, но с разной по скорости в зависимости от шага. То есть тоже вот образуются эти тумбочки, да, но, во-первых, медленнее процесс идет сходимости чуть-чуть, хотя и более плавно. Но, ну, как бы, иногда хорошо так, иногда так. Но вот здесь сейчас я демонстрировал все с оптимизацией. Вот. Ну, значит, на этом мы, наверное, завершим. Я покажу парочку еще функций новых, буквально на днях добавлены. Называется тоже референтная модель.
можем создать какую-то среду, любую горизонтально слоистую, любую произвольную. И вот здесь можно как задавать значение полупространства, так и референтную среду. Если no, то нужно будет задать полупространство его сопротивления. А я задал вот эту среду референтную. Теперь я могу на ее фоне моделировать. Например, задал какой-то объект, могу его двигать. Очистил, например, и как бы модель у нас сохраняется, подложка, вот этот бэкграунд. Ну, это, естественно, хорошо, если моделируем какие-то эффекты, например, мониторинг там межскважинный, это может быть полезно. Ну, и вторая тоже по просьбе сделанная функция, это обрезка вот здесь по максимальной глубине. Да, мы можем обрезать. В 1D у нас это было. Ну, если некоторые разрезы очень глубокие, то, собственно говоря, это нам помогает. В общем, так обрезается. Вернулись к оригинальному. Вот так. Спасибо за внимание и до новых встреч.